Что если существо, которое вымерло 12 миллионов лет назад, до сих пор живет в глубинах амазонских джунглей, и ученые только что нашли тому доказательства? В 2023 году бразильская экспедиция обнаружила в труднодоступном районе Амазонии следы, зубы и биологические образцы, которые не принадлежат ни одному известному современному виду, зато точно совпадают с останками существа, считавшегося полностью исчезнувшим еще в миоцене. Анализ ДНК из образцов показал совпадение на 97% с ископаемыми останками возрастом более 10 миллионов лет. Это не легенда местных племен и не ошибка измерений. Это задокументированная находка, которая перевернула все, что наука знала об эволюции в Южной Америке. Район Жауапери на северо-западе Бразилии – одно из немногих мест на Земле, куда не добрались ни дороги, ни туристы, ни даже большинство исследователей. Местные племена народа Ваймери-Атруари веками отказывались пускать чужаков в определенные части леса, называя их местом, где живет старый зверь. Бразильский зоолог Маркус Фигейреду игнорировал эти истории 12 лет, пока в феврале 2023-го его группа не наткнулась на нечто, для чего у науки не было объяснений. В 3 километрах от берега реки Жауапери исследователи обнаружили поляну с характерными следами кормления. Расщепленные стволы деревьев диаметром 40 см, вырванные с корнем кусты, и следы на грязи размером 31 см в длину. Форма следа не совпадала ни с тапиром, ни с гигантским муравьедом, ни с каким-либо другим известным млекопитающим Амазонии. 3 пальца с мощными когтями, широкая пятка, характерное давление в передней части. Такой отпечаток оставляет существо весом не менее 300 кг. Фигейреду сфотографировал следы, снял слепки и отправил снимки коллегам в университет Сан-Паулу. Ответ пришел через 6 часов. Профессор палеонтологии Карлос Оливейра написал одно предложение. Это невозможно, но это похоже на Джозефо Артигасия. Жозефо Артигазия – вымерший гигантский грызун, живший в Южной Америке от 3 до 12 миллионов лет назад. Крупнейший грызун в истории Земли. Длина тела до 3 метров, вес до 1000 килограммов, зубы длиной 30 сантиметров. Считалось, что этот вид исчез в плеоцене, не оставив потомков. Ни одной живой особи, ни одного свежего следа, только окаменелости в Уругвае и Аргентине. На следующий день группа Фигейреду установила 16 фотоловушек по периметру поляны и в радиусе 2 километров. Параллельно были взяты образцы почвы, шерсти, застрявшей в коре дерева, и фрагменты помета диаметром 8 сантиметров. Запах от помета, по словам местного проводника Антонио Соузы, он чувствовал в этом лесу с детства и всегда уходил в другую сторону. Образцы шерсти отправили в 3 независимые лаборатории – в Манаусе, Рио-де-Жанейро и Лейпциге. Все 3 дали одинаковый результат в течение 2 недель. ДНК из образцов не совпадала ни с одним видом в базе данных современных млекопитающих. Зато при сравнении с ископаемыми образцами из коллекции Смитсоновского института совпадение составило 97,4% с геномом Жозефо Артигасия Манеси, самого крупного известного представителя вида, чьи останки нашли в Уругвае в 1987. Фотоловушки сработали на 5-ю ночь. Из 17 камер 3 зафиксировали движение в секторе северо-восток. Качество ночной съемки оказалось недостаточным для четкого изображения, но силуэт на кадрах показал массивное четвероногое существо высотой около метра в холке с короткой широкой головой и толстым телом. Существо провело перед камерой 4 секунды, после чего ушло в зарод. Фигейреду немедленно передал материалы в Национальный институт амазонских исследований в Манаусе. Национальный институт амазонских исследований получил материалы Фигейреду 28 февраля 2023. Директор института Паула Мендес созвала экстренное совещание в тот же день. На совещании присутствовали зоологи, палеонтологи и один специалист по криптозоологии, дисциплине, которую большинство серьезных ученых до этого момента не воспринимали всерьез. Первым делом разобрали кадры с фотоловушек по кадрам. Компьютерный анализ силуэта дал следующие параметры. Высота в холке от 85 до 105 сантиметров. Длина тела предположительно от 170 до 230 сантиметров. Масса по соотношению пропорций от 250 до 400 килограммов. Голова непропорционально крупная относительно тела, шея короткая, конечности мощные с широкой постановкой. Палеонтолог Оливейра открыл на проекторе реконструкцию скелета Джозефо Артигазия Манеси и наложил ее на силуэт с камер. Совпадение пропорций оказалось настолько точным, что в зале на несколько секунд установилась тишина. Джозефо Артигазия относится к отряду грызунов, семейству диномиид, полностью вымершей группе, последние известные представители которой жили около 2 миллионов лет назад. Все известные науке виды этого семейства описаны исключительно по окаменелости. Зубы Жозефо Артигазии по строению уникальны. Резцы росли под углом вниз и использовались не только для жевания, но и для выкапывания корней и защиты. Укус этого существа, по расчетам ученых из университета Йорка, развивал усилие до 1400 ньютонов.
сопоставимо с укусом тигра. Образцы помета из района Жао-Апери передали на анализ содержимого. Результат показал остатки растительной пищи, корни пальм, кора деревьев семейства цизальпиниевых, фрагменты водных растений. Именно такой рацион реконструировали палеонтологи для Жозефо Артигази на основании строения зубов и анализа ископаемых отложений из Уругвая. Параллельно группа этнографов обратилась к архивам записей о народе Ваймери-Атроари. В материалах португальского миссионера Жуана Батисты Феррейры, датированных 1789, обнаружилось описание животного, которое племя называло карауана песада. Буквально тяжелый зверь реки. Феррейра описывал его как существо размером с быка, с огромными зубами, живущее у воды и питающееся корнями. Местные жители категорически запрещали охотиться на него, считая его духом-хранителем леса. Записи XIX века немецкого натуралиста Карла Хумеля, исследовавшего бассейн Амазонки в 1862, содержали упоминания о неизвестном крупном животном, следы которого он видел у реки Жао-Апери. Хумель решил, что это следы крупного тапира, и не стал исследовать их подробнее. Его дневники хранятся в Берлинском музее естественной истории, и до 2023 года никто не сопоставлял их описание с ископаемыми видами. Мендес приняла решение организовать полноценную экспедицию в район находки с командой из 22 человек, профессиональным фотооборудованием, акустическими датчиками и 2 ветеринарами на случай необходимости взять биологические образцы у живого животного. Дата выезда была назначена на 12 марта 2023. До этого момента информацию решили не передавать в прессу, чтобы не спровоцировать поток охотников и туристов в и без того хрупкую экосистему. Но уже 9 марта данные утекли. Утечка произошла через сотрудника лаборатории в Рио-де-Жанейро. 9 марта анонимный аккаунт опубликовал в социальных сетях фотографии следов, слепков и кадры с фотоловушек с подписью «Живой динозавр в Амазонии». За 48 часов публикация набрала 12 миллионов просмотров. Журналисты из 18 стран начали запрашивать комментарии у Национального института амазонских исследований. Мендес была вынуждена провести пресс-конференцию 11 марта, за день до запланированной экспедиции. Она подтвердила факт находки, назвала предварительные результаты анализов и подчеркнула, что речь идет не о динозавре, а о млекопитающем. Это уточнение мало кого интересовало. Заголовки по всему миру уже вышли с формулировкой «Монстр Амазон». Именно в этот момент всплыл факт, который ученые до сих пор не могли объяснить публично. Если Жозефо Артигазия действительно выжила до наших дней, это означало, что наука ошибалась относительно ее исчезновения не на тысячи лет, а на миллион. Последние достоверные ископаемые остатки этого существа датированы 2 миллионами лет. Но генетический анализ образцов из Жао-Апери показал мутации, характерные для изолированной популяции, которая не контактировала с другими видами как минимум 8-10 миллионов лет. Это противоречило всей известной палеонтологической картине Южной Америки. Профессор эволюционной биологии из Кембриджа Дэниел Форест опубликовал разбор генетических данных в закрытом научном форуме уже 12 марта. Его вывод был следующим. Либо образцы сфальсифицированы, либо Амазония скрывала живую реликтовую популяцию на протяжении всего времени, пока люди вели палеонтологические раскопки в Уругвае и Аргентине и искали останки этого же существа в слоях горных пород. Форест назвал второй вариант наиболее некомфортным из возможных правильных ответов. Некомфортным он был по конкретной причине. Амазония не нетронутая территория. Ее исследовали сотни экспедиций на протяжении 2 столетий. Карты бассейна реки составлены с точностью до километра. Спутниковое зондирование покрывает каждый квадратный метр региона. И тем не менее, район Жао-Апери в конкретном секторе площадью около 800 квадратных километров систематически избегался исследователями. Не по научным причинам, а из-за жесткого противодействия племени Ваймери-Атроари, которое бразильское правительство признало территорией с ограниченным доступом еще в 1989. Фактически 800 квадратных километров густейшего тропического леса оставались закрытыми для науки 34 года. Именно в этом секторе были обнаружены следы. Именно здесь местные жители на протяжении поколений знали о существовании тяжелого зверя реки и намеренно не раскрывали эту информацию чужакам. Антрополог Сильвия Каштану, работавшая с народом Ваймери-Атроари с 1997 дала показания институту. Старейшины племени никогда не отрицали существование животного. Они просто считали вопрос о нем неуместным, как если бы кто-то спрашивал о существовании деревьев или воды. Для них карауана песада был частью леса, которую не нужно объяснять чужим людям. Каштану также сообщила деталь, которую институт поначалу не включил в официальные материалы. По словам одного из старейшин, животных в секторе не одно. Их несколько. 12 марта экспедиция вышла из Манауса на 2 моторных лодках. 22 человека, 400 килограммов оборудования, запас провизии на 21 день.
Маршрут пролегал по реке Жауапери на северо-восток. 6 часов хода до точки высадки, затем 3 километра пешком через первичный лес до поляны, где Фигейредо нашел первые следы. Старейшина Ваймери Атроари по имени Тауари дал разрешение на проход через закрытый сектор лично, при условии, что группа не будет использовать огнестрельное оружие и не причинит вреда животному. Условия приняты. Тауари отправил с группой 2 проводников из племени, молодого охотника Ириму и его дядю Пауари, который знал этот лес 70 лет. Пауари привел группу к поляне за 2 часа вместо расчетных 3. Он шел уверенно, без навигатора, срезая через заросли по маршруту, который явно был ему знаком с детства. На подходе к поляне он остановился и показал на землю. Свежие следы, оставленные не более 6 часов назад. Не одна цепочка, 3. Разного размера. Зоолог Фигейредо измерил следы на месте. Самый крупный отпечаток 33 сантиметра в длину. На 2 сантиметра больше тех, что нашли в феврале. 2 других 21 и 17 сантиметров. Это означало как минимум 3 особей разного возраста. Взрослую, молодую и детеныша. Живая размножающаяся популяция. Акустические датчики расставили по периметру в радиусе 1,5 километров. 24 устройства, способные фиксировать звуки в диапазоне от 10 до 100 тысяч Гц. Неужели это существо из джунглей, наш долгожданный друг с древности? Если вам интересны не только загадки природы, но и все многообразие нейросетей, загляните на playprofio.com, а сегодня при регистрации по ссылке в описании вас ждет бонус в 500 токенов. Первую ночь датчики зафиксировали низкочастотную вокализацию на частоте 18 Гц, ниже порога человеческого слуха. Сигнал повторялся каждые 40 минут с периодичностью, характерной для коммуникации между особями одного вида. Источник сигнала перемещался. В 23 часа он фиксировался на северо-востоке, в час ночи на западе, в 3 часа. Снова на севере. Инфразвуковую коммуникацию используют слоны, киты и некоторые крупные кошки. Для грызунов даже гигантских. Это явление не было описано в научной литературе. Акустик группы Рената Соуза провела ночь за анализом записей и к утру установила: сигналы не случайны. В них прослеживалась структура, чередование длинных и коротких импульсов, напоминающее примитивный код. На вторую ночь фотоловушки нового поколения с разрешением 4000 на 3000 пикселей зафиксировали четкое изображение. Существо вышло на поляну в 2 часа 14 минут. Камера с инфракрасной подсветкой сняла его с расстояния 18 метров в течение 22 секунд. На снимках массивное животное с бочкообразным телом, покрытым редкой темно-коричневой шерстью. Голова крупная, уплощенная, с выраженными надбровными дугами. Резцы частично видны даже при закрытой пасти, выступают вниз на несколько сантиметров. Хвост короткий и почти незаметный. Уши небольшие, округлые, прижатые к голове. Животное двигалось медленно, останавливалось, нюхало землю, затем подошло к поваленному дереву и начало срывать кору мощными боковыми движениями резцов. Фигейредо смотрел на монитор ноутбука и сравнивал изображение с реконструкцией Жозефо Артигази из базы данных Смитсоновского института. Пропорции головы, постановка конечностей, характер движения резцов при кормлении — все совпадало. Оливейра, находившийся в Манаусе на связи, попросил прислать снимки немедленно. Получив их через спутниковый интернет, он написал в чат группы 3 слова: «Это живое. Документируйте». Снимки с фотоловушек попали в руки скептиков раньше, чем группа успела опубликовать официальный отчет. Зоолог из университета Флориды Брайан Колдуэлл разместил в научном сообществе развернутый разбор фотографий уже на следующий день после их утечки. Его аргументы были конкретными. Качество шерстяного покрова на снимках соответствует капибаре, угол наклона резцов может быть артефактом освещения, а масса животного по силуэту не превышает 120 килограммов, что исключает Жозефо Артигази. Колдуэлл был частично прав. Капибара, ближайший живой родственник Жозефо Артигази, тоже грызун, тоже полуводный, тоже обитает в Амазоне. Крупные самцы капибары достигают 65 килограммов. Разница в весе между капибарой и Жозефо Артигази в 15 раз. Это не та погрешность, которую можно списать на угол съемки. Фигейредо ответил Колдуэллу через сутки. Не словами, а данными. Он опубликовал результаты фотограмметрического анализа снимков, метод, при котором размер объекта вычисляется через соотношение с предметами известного размера в кадре. В кадре был поваленный ствол дерева, диаметр которого группа измерила физически — 42 сантиметра. Относительно этого ствола компьютерная модель давала высоту животного в холке 93 сантиметра и длину тела около 210 сантиметров. Это втрое превышает максимальный размер капибары. Колдуэлл замолчал. Зато появились другие критики. Палеонтолог из Буэнос-Айреса Хорхе Альварес поднял принципиальный вопрос. Если популяция Жозефо Артигази выживала в Амазонии на протяжении миллионов лет, должны существовать субфасильные останки, кости возрастом от нескольких тысяч до нескольких сотен лет. Таких останков нет нигде в регионе. Ни в одном археологическом раскопе, ни в одной пещере, ни в одном торфяном болоте Амазонии за 200 лет исследований не было найдено костей крупного грызуна, даже отдаленно напоминающего динамит.
Это был сильный аргумент. Фигейредо не смог опровергнуть его немедленно. Но ответ пришел из неожиданного источника. Геолог Андреа Перейра из Федерального университета Амазонаса изучала химический состав почв в секторе Жао-Пере еще до начала всей этой истории, в рамках совершенно другого проекта по картированию кислотности грунтов. Ее данные показывали, что почвы в закрытом секторе имеют уровень кислотности от 4 до 4,5 единиц по шкале. При такой кислотности органические материалы, включая кости, разлагаются полностью за срок от 20 до 50 лет. Субфасильных останков не могло существовать физически. Кислая среда уничтожала их раньше, чем они успевали сохраниться. Альварес признал этот аргумент весомым, но выдвинул следующий. Изолированная популяция из нескольких особей генетически нежизнеспособна на горизонте миллионов лет. Инбридинг за такой срок привел бы к накоплению летальных мутаций и вымиранию. Генетик Карина Лима из института в Манаусе ответила на это через неделю после получения полных результатов анализа ДНК. Геном образцов из Жао-Пере показал неожиданно высокое генетическое разнообразие, значительно выше, чем у большинства изолированных популяций крупных млекопитающих. Это означало либо большую численность популяции, либо периодический обмен особями между несколькими группами на обширной территории. Амазония площадью 5,5 миллионов квадратных километров теоретически могла поддерживать такую метапопуляцию, особенно если животные придерживались речных систем с высокой концентрацией водной растительности. К концу марта 2023-го научное сообщество раскололось на 3 лагеря. Первый настаивал на фальсификации. Второй допускал наличие неизвестного крупного грызуна, но отказывался признавать его Жозефу Артигази. Третий принимал данные как есть и требовал немедленной организации масштабной экспедиции для поимки или хотя бы видеодокументации живого животного. Пока ученые спорили, группа Фигейредо в лесу зафиксировала нечто, что закрыло большинство дискуссий разом. 21 марта в 6 часов 42 минуты утра проводник Пауари разбудил весь лагерь одним словом на языке Ваймири-Атруари. Переводчик Антонио Соуза перевел немедленно. Пришли. В 170 метрах от лагеря у края заболоченного участка реки стояли 2 животных. Не в объективе фотоловушки. Живые при дневном свете. В прямой видимости. Фигейредо первым поднял бинокль. Его руки, по словам коллег, заметно дрожали. Оператор группы Луис Карвальо включил видеокамеру с оптическим зумом 50 крат и начал запись. Съемка продолжалась 18 минут непрерывно. За эти 18 минут группа из 12 человек стояла в полной тишине. Никто не произнес ни слова. На берегу находились взрослая особь и молодая. Взрослое животное кормилось, срывало водную растительность с поверхности заболоченного участка и жевало медленными боковыми движениями челюстей. Молодая особь держалась рядом, периодически тыкаясь мордой во взрослую. Взрослое животное было именно таким, каким его показали фотоловушки. Массивное, темно-коричневое, с непропорционально крупной головой. При дневном свете стали видны детали, недоступные на ночных снимках. Шерсть редкая, почти как у носорога, с более густым покровом вдоль хребта. Кожа на морде морщинистая, темно-серая. Резцы нижней челюсти выступали вперед и вниз. Оранжево-желтого цвета, характерного для грызунов с высоким содержанием железа в эмаль. Карвальо снимал без остановки. Акустик Рената Соуза включила направленный микрофон и фиксировала звуки: низкое мычание взрослой особи, короткие высокочастотные сигналы молодой, плеск воды, хруст растительности. Ветеринар Клаудия Мартинс взяла шприц с транквилизатором, не чтобы стрелять, а по протоколу готовности. Тауари через Соузу передал четкий запрет. Никакого физического контакта без крайней необходимости. Через 18 минут взрослое животное подняло голову, повернуло ее в сторону лагеря и замерло на 4 секунды. Затем развернулось и медленно ушло в заросли. Молодая особь последовала за ним. Карвальо опустил камеру. Фигейредо сел прямо на землю. Видеозапись передали в институт через спутниковый канал в тот же день. Оливейра просмотрел ее трижды подряд, после чего позвонил в редакцию журнала «Природа», одного из 2 самых авторитетных научных изданий мира. Разговор длился 40 минут. Редакция запросила полный пакет материалов: видео, генетические данные, акустические записи, фотограмметрический анализ, полевые журналы. Параллельно Карвальо выгрузил 18-минутное видео на личный жесткий диск и создал 3 резервные копии на разных носителях. Он сделал это инстинктивно, как человек, который понимал, что держит в руках самую важную съемку в истории зоологии. Брайан Колдуэлл из Университета Флориды получил ссылку на видео от коллег поздно вечером того же дня. Он смотрел запись 40 минут, перематывал, останавливал, увеличивал отдельные кадры. Затем написал в научном форуме одно сообщение: «Я был неправ. Это не капибара». Хорхе Альварес из Буэнос-Айреса не написал ничего публично, но через своего ассистента передал Фигейреду личное сообщение. Он готов войти в состав расширенной исследовательской группы. Скептический лагерь не исчез полностью. Он никогда не исчезает полностью в науке. Но 18 минут дневной видеосъемки с расстояния 170 метров при естественном освещении сделали позицию отрицания значительно менее удобной. Теперь вопрос стоял иначе. Не существует ли это животное? А что с ним делать дальше? И именно этот вопрос оказался самым сложным.
видео опубликовали 24 марта. К вечеру того же дня его просмотрели 47 миллионов человек. К утру следующего — 112 миллионов. Бразильское правительство получило запросы от журналистов из 63 стран в течение 24 часов. Министерство окружающей среды Бразилии созвало экстренное совещание 25 марта. На повестке стоял один вопрос: как защитить животное от того, что произойдет дальше. Опыт показывал, что происходит с территориями после подобных открытий. В 1992, когда во Вьетнаме обнаружили саолу, крупного быка, неизвестного науке, район находки в течение года заполонили охотники и браконьеры. Популяция саолы, и без того крошечная, сократилась до уровня, при котором вид оказался на грани полного исчезновения уже через 10 лет после открытия. Сектор Жаоапери находился под защитой территориального статуса Ваймери-Атроари, но этот статус не предусматривал уголовной ответственности за незаконное проникновение. Только административный штраф в размере 5000 реалов. Для браконьера, рассчитывающего продать живого реликтового грызуна частному коллекционеру, такой штраф не являлся сдерживающим фактором. Уже 26 марта бразильская федеральная полиция зафиксировала 3 попытки незаконного проникновения в закрытый сектор. Все 3 с моторными лодками, все 3 остановлены на воде. 27-го еще 5 попыток, одна из которых закончилась задержанием группы из 4 человек с клетками и транквилизаторным оборудованием. При задержанных нашли контракт с покупателем из частной коллекции в ОАЭ на сумму $800 тысяч за живую особь, доставленную в течение 6 недель. Министерство приняло решение в течение 48 часов. Сектор площадью 800 квадратных километров получил статус зоны чрезвычайной биологической защиты с немедленным запретом любого доступа, включая научные экспедиции. Армейское подразделение из 32 человек заняло периметр вдоль реки. Воздушное пространство над сектором закрыли для всех типов воздушных судов ниже 4000 метров. Фигейредо и его группа были выведены из сектора 28 марта. Все собранные материалы перешли под совместный контроль института и министерства. Личные копии, видео и данных у членов группы изъяли. Официально для обеспечения сохранности оригинала. Карвальо успел передать зашифрованную копию видео на внешний сервер до изъятия. Он не рассказывал об этом публично еще 4 месяца. Научное сообщество отреагировало на закрытие доступа резко негативно. 372 ученых из 41 страны подписали открытое письмо с требованием немедленно организовать международную исследовательскую программу под эгидой Организации Объединенных Наций. Аргумент был простым. Животное такого значения не может быть в исключительном ведении одного государства. Это открытие принадлежит всему человечеству. Бразильское правительство ответило через министра иностранных дел. Амазония является суверенной территорией Бразилии, и решение о доступе к ней принимает бразильское правительство совместно с коренными народами. Тауари поддержал решение о закрытии публично через переводчика Антонио Соузу. Его слова были следующими: «Зверь жил здесь миллионы лет без помощи ученых. Ученые пришли 3 недели назад. Через 3 недели после них пришли люди с клетками. Мы сделали правильный вывод». Оливейра в частном разговоре с Фигейредо признал, что старейшина был прав. Но одновременно указал на проблему, которую закрытие доступа не решало. Никто не знал, сколько животных находится в секторе, каков их возраст, состояние здоровья и долгосрочные перспективы популяции. Без этих данных невозможно было оценить, нужна ли активная помощь или достаточно просто не мешать. Ответ на этот вопрос появился из совершенно неожиданного источника — спутниковых снимков, которые никто не догадался проанализировать раньше. Спутниковые снимки сектора Жаоапери существовали задолго до февраля 2023. Коммерческие спутники фотографировали Амазонию с разрешением до 30 сантиметров на пиксель, начиная с 2009. Никто не анализировал эти снимки целенаправленно. Просто не было причин. Причина появилась в апреле 2023-го, когда географ Лукас Брандау из Федерального университета Минас-Жерайс применил к архиву снимков алгоритм, разработанный для отслеживания передвижения слонов в Африке по следам на растительности. Алгоритм искал характерные паттерны: примятую растительность, следы кормления, тропы к водоемам. Результаты анализа 14 лет спутниковых снимков заняли у компьютера 7 часов. Когда Брандау открыл итоговую карту, он перепроверил данные трижды, решив, что в алгоритме ошибка. Ошибки не было. Карта показывала устойчивые паттерны активности крупных животных в секторе Жаоапери, начиная с 2009 года, с самого раннего снимка в архиве. Но не только все. Аналогичные паттерны, слабее выраженные, фиксировались в 4 других районах бразильской Амазонии. В бассейне реки Уатума в 180 километрах к востоку, в районе Пику-да-Небина на границе с Венесуэлой, в секторе Жавари на западе у границы с Перу и в одном районе в центральной части штата Таппара. Это не была одна изолированная группа животных. Это были как минимум 5 отдельных популяций, рассредоточенных по территории площадью около 800 тысяч квадратных километров. Брандау немедленно передал данные Оливейре. Тот связался с Лимой, генетиком, которая анализировала ДНК образцов.
Лима вернулась к своим данным с новым вопросом. Могло ли высокое генетическое разнообразие образцов из Жауапери объясняться небольшой численностью одной группы, а периодическим смешением нескольких территориально разделенных популяций? Она пересчитала модели за двое суток без сна. Ответ был утвердительным. Генетическая структура образцов указывала на обмен особями между группами с частотой примерно раз в несколько поколений. Достаточно редко для сохранения региональных различий, достаточно часто для поддержания общего генетического здоровья популяции. Это была не случайность выживания. Это была устойчивая, функционирующая метапопуляция. Брандау применил алгоритм к снимкам других стран Амазонского бассейна. Колумбия, Перу, Боливия, Венесуэла. Везде, где существовали достаточно качественные архивные снимки, алгоритм находил слабые, но различимые паттерны. В Перу, в районе резервата Сьерра-дель-Дивисор, сигнал был достаточно сильным, чтобы Брандау мог оценить площадь активности не менее 120 тысяч квадратных километров. Суммарная площадь всех выявленных зон активности составила около 2 миллионов квадратных километров. Примерно треть всей Амазонии. Оценка численности популяции на основе площади ареала и плотности следов активности дала диапазон от 800 до 3000 особей. 3000 живых Жозефа Артигази. Существо, которое палеонтология считала вымершим 12 миллионов лет назад, жило в одном из крупнейших лесов планеты в количестве, достаточном для долгосрочного выживания вида. Оливейра получил эти данные 8 мая 2023 в 23 часа по местному времени. Он позвонил Фигейреду немедленно. Разговор длился 9 минут. По словам Фигейреду, большую часть этого времени оба молчали. Данные Брандау передали в редакцию журнала «Природа» вместе с полным пакетом материалов экспедиции. Рецензирование заняло 6 недель. Рекордно короткий срок для публикации такого масштаба. 2 из 5 рецензентов запросили дополнительные данные. 3 рекомендовали публикацию без изменений. Статья вышла 22 июня 2023 под названием «Подтверждение существования реликтовой популяции Джозефу Артигази в бассейне реки Амазон». Авторы — 12 человек, включая Фигейреду, Оливейру, Лиму, Брандау и Реману Соузу. В списке благодарностей первым стояло имя Тауари, старейшины народа Ваймирии Атроари, без разрешения которого экспедиция не вошла бы в лес. В день публикации статью скачали 900 тысяч раз. Абсолютный рекорд журнала за всю его историю. Научный мир не видел открытия такого масштаба с 1938 года, когда у берегов Южной Африки поймали живую латимерию, рыбу, считавшуюся вымершей 65 миллионов лет. Но латимерия жила в океане. Жозефа Артигази жила рядом с людьми. И никто не знал об этом 12 миллионов лет. После публикации в журнале «Природа» Международный союз охраны природы собрал экстренную комиссию в Женеве 28 июня 2023. На повестке стоял вопрос, которого в истории организации еще не было. Как присвоить охранный статус виду, который официально числился вымершим. Существующая классификация не предусматривала такой категории. Комиссия заседала 3 дня и в итоге создала новую категорию — реликтовый выживший вид, специально для этого случая. Бразилия, Колумбия, Перу, Венесуэла и Боливия подписали совместный протокол об охране ареала в течение 2 месяцев после публикации. Протокол запрещал любую хозяйственную деятельность в выявленных зонах активности и устанавливал уголовную ответственность за добычу животных до 12 лет лишения свободы. Бразилия расширила охраняемую зону в секторе Жауапери до 2000 квадратных километров. Фигейреду вернулся в сектор Жауапери в октябре 2023 уже в рамках официальной международной программы мониторинга, одобренной всеми сторонами, включая Совет старейшин Ваймирии Атроари. На этот раз группа использовала исключительно дистанционные методы наблюдения: акустические датчики, фотоловушки нового поколения и небольшие дроны с бесшумными электромоторами, летавшие на высоте не менее 200 метров. За 60 дней мониторинга камеры зафиксировали 14 отдельных особей только в секторе Жауапери. Среди них 3 детеныша возрастом предположительно менее 6 месяцев. Популяция размножалась. Пауари, проводник, который привел группу к поляне в марте, дал интервью через переводчика в ноябре 2023. Его спросили, когда он впервые увидел Карауана Песада живым. Он ответил: 8 лет, вместе с отцом, у того же заболоченного участка реки. Ему было 72 года. Это означало, что последний раз он видел животное 64 года назад, и все это время молчал, потому что никто из чужих не спрашивал правильным образом. Открытие Жозефа Артигази изменило не только зоологию. Оно поставило под сомнение базовый принцип палеонтологии. Отсутствие ископаемых свидетельств неравнозначно отсутствию вида. До 2023-го этот принцип признавался теоретически, но никогда не подтверждался настолько радикально. Вид, последние достоверные остатки которого датировались 2 миллионами лет, оказался живым, с популяцией в несколько тысяч особей, распределенной по трети Амазонии. Это немедленно породило новые вопросы о других вымерших видах.
Группа исследователей из Лейпцигского университета запустила проект по повторному анализу спутниковых данных для 23 других видов крупных млекопитающих, считавшихся вымершими в Южной Америке за последние 5 миллионов лет. Результаты первых 6 месяцев работы не выявили новых реликтовых популяций. Но исследование продолжается. Карвальо, оператор, снявший 18 минут видео 21 марта, опубликовал зашифрованную резервную копию записи в открытый доступ в июле 2023. Он сделал это без согласования с институтом и министерством. Его уволили через неделю. Он не выразил сожаления публично. Видео до сих пор доступно онлайн и набрало к концу 2023 более 800 миллионов просмотров. В начале этого рассказа прозвучал вопрос, что если существо, вымершее 12 миллионов лет назад, до сих пор живет в амазонских джунглях? Ответ оказался не просто утвердительным. Оно жило там всегда, пока люди копали окаменелости в Уругвае и составляли учебники о его исчезновении. Оно пережило ледниковые периоды, подъем Анд, изменение русел рек, приход европейцев и 200 лет научных экспедиций по Амазонии. Оно пережило все это просто потому, что лес был достаточно большим, а одно племя достаточно молчаливым. Пауари, которому сейчас 72 года, сказал на прощание одну фразу, которую Антонио Соуза записал дословно. «Вы искали кости там, где нет животных. Животные были там, где вы не искали».